Киеве погибают люди, которые не смогли попасть в укриття. Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили, та й все. Люди стукали. Ніхто дуже довго стукали, нікому. Були жінки, діти, і ніхто не відкрив. Власти Киева обещали еще в первой половине года благоустроить большинство бомбоубежищ. На эти цели было выделено 350 миллионов гривен. Однако до сегодняшнего дня укрытия так и не были оборудованы. Вот мы часто говорим о том, что улицу переименовали, метро, и это вызывает отчасти и смех, и боль. Но здесь уже касается дела жизни мирных людей, которые можно было спасти, обеспечив бомбоубежище. Вот как вы оцениваете эту ситуацию, которая произошла с бомбоубежищами? И как вы думаете, воспользуется ли Зеленский этой ситуацией, убрав своего конкурента? Он уже и воспользовался, но давайте по порядку. От малого к большему. Хотя судьбы людские, жизни людские, как правило, должны быть большими, но в нашей стране они давно мало стоят. К сожалению, всякие жулики политические пользуются гибелью людей и различными подобными ситуациями. И, надевая на себя трагичные морды, используют темы, раскачивают, как вы правильно сказали, в борьбе со своими политическими оппонентами. Но давайте сначала. Я точно не сторонник Кличко, и зрители это знают. Я считаю, что это худший мэр, наверное, в истории столицы, который ни черта для нее хорошего не сделал, кроме этого моста своего полуукраденного и парка, который в честь жены назвал. Ни черта за все эти годы. При этом 2-миллиардно-долларовый городской бюджет ежегодно собирается и потом распыляется. Вот это он умеет. Он и его комбанда. Поэтому я никак не отношусь к его сторонникам. Но отлично понимаю, как будет и как использует уже эту ситуацию Зеленский. То, что произошло, называется преступной халатностью, повлекшей тяжкие последствия. 367 часть 2 Уголовного кодекса. Там достаточно серьезная санкция с учетом нескольких погибших. Тот, кто виноват в этом, должен загреметь, по-моему, лет на 8 по максимуму для этой статьи. Если, конечно, не докажут, что это была диверсия или какое-то преднамышленное гадкое действие. Но это уже заботы полиции, заботы службы безопасности, они будут расследовать. А прокуроры будут доказывать. Почему Зеленский, мягко говоря, не любит Кличко? Мы с вами уже говорили о том, что офис президента давно наступает на местное самоуправление, и под шум войны у них это замечательно получается. По всей стране они местное самоуправление, избранных горожанами мэров, заменили своими военными администрациями. Поэтому, по большому счету, за обеспечение безопасности города, в том числе гражданской безопасности, по логике вещей, уже отвечает назначенные президентом руководители военных городских или областных администраций. Кличко, вне зависимости от объективного нашего к нему отношения, пользуется уважением, влиянием на Западе. Ну, собственно говоря, это объясняется. Он же был одним из участников перевороточных действий в 2014 году. Как вдохновителем, кем он там был на Майдане. У него достаточно серьезные связи в западном истеблишменте. Вот достаточно серьезные. И мы с вами тоже это обсуждали. И вы как-то говорили о том, что он слетал в Америку. Слетал, и вы сказали, что он слетал туда просить вооружения. А я вам ответил, что нет, Наташа, он не летал туда просить вооружения. Он не имеет к вооружениям никакого отношения. Он мэр Киева. Он не главнокомандующий, он не верховный главнокомандующий. Для этого есть Зеленский, его министры и так далее. Он летал туда для других вещей. Он летал туда на кастинг. Он летал туда жаловаться. Он летал туда из первых уст рассказывать, какой такой-сякой Зеленский, его офис, и что они творят в Украине, и как они там делают то-да-сё и так далее. Остановить его Зеленский не мог и не может. Слишком серьезная и заметная фигура, повторюсь, пользующаяся серьезной поддержкой на Западе. Тут каждый раз, то в ваших эфирах, то даже в украинских СМИ, я уже не говорю о различных телеграм-каналах, можно прочесть, что Залужный реальный конкурент Зеленского, и что очень часто было, что военные потом делали по-своему, скажем так. А я бы обратил внимание еще на то, что Кличко точно такой же в этом смысле, назовем его, заменитель Зеленского, если к тому придет нужда. Если все поймут, что эксцессы надоели, а человек не совсем управляемый и так далее и тому подобное. Рано или поздно все равно механизмы отрабатываются, детали изнашиваются. То есть Зеленский понимает, что Кличко – это конкурент.
политический конкурент. Я думаю, президент себе намерил долгие годы гетманства в Украине. Оно же, знаете, как корона вырастает, отрываешься от реалий, желаемое видится действительностью. Я думаю, что он намерил себе долгие годы, его в этом убеждают его завканцелярии, директор офиса, ну и все окружение, которым тоже очень хорошо при нем. Но есть проблемы. Вот украинские СМИ называли Залужного для него проблемой. Кличко, я уверен, это проблема. Тем более, что Кличко, ну, насколько он может, коряво там, но между тем выступает как бы в поддержку местного самоуправления, которое давится офисом президента. Тоже мы с вами вспоминали ситуацию с Атрошенко, черниговским мэром, ситуацию с мэром Харькова, которого гоняют за то, что он не по-украински с жителями русскоязычного Харькова разговаривает. И ситуацию с мэром Одессы, которого закрыли за якобы преступление многолетней давности. Вопрос, а вы где раньше были? Зеленский, ты до этого уже царствовал 2 года. Почему же твой друг тогдашний председатель СБУ не закрыл его тогда? Или твои генеральные прокуроры? Ну, то есть очевидно, что идет накат под шум войны. На местных мэров, местные бюджеты. А почему? Ну, потому что это, во-первых, тяга к всеобъемлющей власти, максимальный такой автократический режим, который установлен. А во-вторых, это деньги, это местные бюджеты. Еще раз, городской бюджет Киева каждый год 2 миллиарда долларов. Ну, не кислые деньги. Вкусно же их схавать. Раз Кличко хавал со своей организацией, то и эти точно так же очень хотят этого всего. Это еще одна подоплека конфликта. А он есть на самом деле, этот конфликт. Более того, по моим данным, мэр Киева пользуется уважением в том или ином генералитете, не говоря уже о западной поддержке. Поэтому у президента есть головная боль под названием Кличко. Политика – это штука, которая крайне цинична и достаточно нечестная. И наш президент освоил это классно. И появилась ситуация, в которой можно обвинить мэра Киева. Еще раз говорю, я точно не адвокат Кличко. Скорее, в будущем для многих из них обвинитель, но не адвокат. Но между тем. И вот этой ситуацией политики пользуются, или политик воспользовался, я не знаю, кто ему тексты готовит. Вот это вот типа сказал что-то по-боксерски, намекая на то, что виноват в происшедшем в Деснянском районе Кличко. А теперь давайте разбираться. С одной стороны, да, мэр города, вопросы гражданской безопасности раньше, в довоенное время, были всегда на мэрии, всегда. Но ведь потом, когда были созданы городские военные администрации, почти все функции управления ушли туда, это раз. 2. Деньги, о которых вы говорите, были выделены, и, насколько я помню, распределителями этих денег явились районные государственные администрации. А теперь самое интересное. Руководители районных государственных администраций в городе Киеве с недавнего времени не назначаются Кличко. И к нему они не имеют особого отношения. Они проходят собеседование в офисе президента, потом их как бы представляет Кабмин. Президент пишет туда представление о том, что нормальные пацаны назначайте. Их назначают. То есть и распорядителями денег в районе, в том числе на обустройство бомбоубежищ. И в целом на сегодня управленцами в районе являются руководители райгосадминистраций киевских. Как это странно не звучит, но это вот так оно выглядит. И Кличко здесь обороняется. Он говорит, минуту. Вы на себя натянули все. Все колпаки, короны, фуражки, форму зеленую, футболки, штанишки, деньги, полномочия. Хорошо, вы верховный. Вами все назначаются. Ну так вы за это отвечаете. Разбирайтесь с вашим райгосадминистратором, почему так произошло. Вот такая позиция мэра Киева. И я считаю, что она достаточно объективная, несмотря на всю субъективность ситуации, несмотря на весь внутренний конфликт. Я хочу напомнить, что в свое время Янукович натянул на себя все возможные полномочия. Он хотел очень быть царем. Потом его ошибку повторил Порошенко, который точно так же очень хотел быть великим гетьманом этой страны. А почему ошибка? Да потому что когда ты уничтожаешь другие ветви власти и все натягиваешь на себя, ты и крайний во всем. И будешь им обязательно в любом просчете и в любой ошибке. Хотя, может быть, эти ошибки не совсем твои. Но так как ты подгреб под себя все, а президент сегодня подгреб под себя судебную систему, по сути уничтожено самоуправление местное, спецслужбы, правоохранительную систему, к которой он не должен иметь никакого отношения, прокуратуру, Кабмин почти весь.
то он совершил ту же ошибку, что совершили два его предшественника. Он сделал так, что он теперь крайний. И Кличко занимает в этом смысле достаточно хорошую позицию. Тут для него важно, чтобы она разгонялась по стране и по миру. Судя по тому, что все больше и больше в стане президента разломов, все больше и больше средства массовой информации в Украине начали позволять себе потявкивать в адрес Зеленского. Понятно, заказно потявкивать, они же у нас никогда не были объективными, наши правды эти и кривды украинские. Но между тем, это говорит о том, что их собственники, игроки политические, чувствуют в воздухе гарь перемен. Не запах, а гарь. Потому что будет гореть. Вот, собственно, так выглядит ситуация с этим страшным случаем. И объяснение, почему президент делает свое одно, а Кличко, мэр Киева, делает другое. Тему, которую вы подняли, скажу, что эта тема чрезвычайно важна. Вот чрезвычайно важна. Это расклад в политикуме, это лицо президента, это лица его конкурентов. Ну, люди должны видеть настоящие уже, без масок, без кривотолков и кривляний лиц. Это, в конце концов, состояние цивильной обороны. Год прошел, год войны, а люди не смогли попасть в бомбоубежище. Нужно ли говорить, что было бы с теми, кто запер эти двери в годы Великой Отечественной войны?